А нужен ли он нам за очередные 2000 рублей? О чем это может говорить? Синдром Джобса. А тут iPhone. Там просто пушка. История циклична. Слайдеры ракушка. А теперь самое интересное. Привет, друзья! Пока весь YouTube говорит о том, каким будет новый iPhone, заимствуя друг у друга кадры прототипа, давайте поговорим о реальной проблеме. Стоит ли ждать новый iPhone 13 или все-таки взять долгожданную 12-ю серию на деньги, отложенные с отпуска? И так как это видео будет жить ровно до выхода нового iPhone, давайте дадим ему просмотров. Поставим лайк и подпишемся на канал. Ну а комментарии, я думаю, у вас будут, ведь есть что обсудить. И мы начинаем. Это канал Just Use, меня зовут Александр, поехали. Для начала, я ставлю на то, что iPhone будет называться 12s, потому что дизайн сильно не изменится, не может дизайн меняться каждый год, это невыгодно экономически. Да, ему дадут какие-то незначительные отличительные черты, например, камеры расположат по-другому. Да и уже не важно, видно ли, что твой iPhone последней серии. Прошли те времена. Окей, дизайн телефона – это не только внешний вид, так называемый форм-фактор, это еще и дизайн технологический, который внутри этого айфона. То, как располагаются платы, связь между ними, технологические элементы. И так как дизайн, скорее всего, останется прежним, то по сути мы увидим технологически близкие продукты. Например, в камерах увеличат диафрагму или улучшится стабилизация, возможно, чуть-чуть уменьшится челка и да, скорее всего, поменяется процессор на A15 Bionic. Но вопрос такой, а нужен ли он нам? Что он нам даст, обычному пользователю, если тот же iPhone 11 и тот же iPhone SE 2020 на Bionic 13 работают сейчас просто на ура, да что говорить, iPhone 10R еще в теме со своим A12 Bionic. Да даже если туда M1 запихнут, зачем он? Зачем он? Мы до сих пор не можем понять, зачем в iPad Pro запихнули M1, а тут iPhone. Поэтому, какой бы там ни был процессор, в ближайшей перспективе он не имеет ценности и, по сути, это маркетинг и технологическая гонка. Поэтому быстродействием вы, скорее всего, не заметите. Мы неделю назад сняли ролик про бедолагу SE 2020 в 2021 году, и даже сегодня он чувствует себя в порядке. Гляньте, если интересно. Посмотрите на экран iPhone 12, а теперь посмотрите на меня. Думаю, такой посыл будет на презентации Apple. И да, то, что действительно может стать драйвером к покупке нового iPhone, это улучшенный экран. Если нам дадут 120-герцовый экран, это хорошо. Но чего-то не хватает. Наверное, LTPO технологии. Это очень хорошо. Но если нам покажут экран с Liquid Retina XDR, то тогда я бы ждал. Но два нюанса. Первый. Если это и произойдет, то скорее всего в моделях Pro. А второй. Мы всегда ждем чего-то большего от Apple. Синдром Джобса. Поэтому, если в планах покупка базовой двенашки, а не Pro, то я бы максимум рассчитывал на 120-герцовый экран. Если вам это важно, ждите. А что еще может быть важно? И, скорее всего, это самое важное для большинства – это автономность, которую ждут все владельцы iPhone. Особенно у кого еще и Apple Watch, и AirPods. Давайте будем реалистами. Корпус останется тем же. Больше батарею туда не вставить. И да, новый процессор будет более энергоэффективным. Если LTPO экран будет, то это еще прибавит автономности. Но на носу iOS 15. И сейчас я могу сказать спорное выражение, но мне кажется, что производитель думает так. Если ваш смартфон держит батарею 2 дня, то походу он отстал от технологий. Понимаете? Напишите в комментариях, если не согласны. Или согласны. Поэтому, кому нужна большая автономность, вряд ли ее увидят. Но есть другой путь. В новом iPhone нам могут дать более быструю зарядку. Во-первых, усовершенствовав магнитную пластину, которую нам показали в iPhone 12. Во-вторых, нам могут подсунуть не 20-ваттную, а скажем 25-ваттную зарядку за очередные 2000 рублей. И это еще одна моя ставка. Да и MagSafe Battery Pack вышел недавно. О чем это может говорить? В общем, по этому пункту решайте сами. Тут конкретной таблетки нет. Нужна вам будет более быстрая зарядка? Подождите, возможно, это будет. Но дольше держать автономность iPhone вряд ли станет. И, кстати, а какой iPhone уберут?
У меня есть предположение на этот счет, но я решил вам об этом не рассказывать. А вот вы, кстати, напишите в комментариях, на что ставите, кто станет лишним. Далее, почему еще можно ждать новый iPhone? Это хранилище. Скорее всего, как это бывает, минимальным хранилищем для нового iPhone станет 128-гигабайтный накопитель, а не 64, как сейчас в iPhone 12. И будет это стоить тех же денег. Про цену мы еще поговорим отдельно и основательно. Там, кстати, будет для вас лайфхак. А вот, кстати, в Pro-версиях нам, скорее всего, дадут 256 на старте, далее 512 и, наверное, терабайт хранилища в топовой версии. Но опять же, многим хватит и 64. Кто с облачным хранилищем на «ты», тот понимает, что ждать новый iPhone из-за объема памяти нецелесообразно. И перед тем, как мы перейдем к цене, немного о камерах, ведь многие берут iPhone именно из-за их камер. Что могут изменить? Как уже сказал, расположение. С огромной долей вероятности в Pro-версиях улучшат именно характеристики. Например, усилят диафрагму на сколько-то пунктов, угол обзора, может наконец-то поправят этот стыд на моем ширике по краям в iPhone 12 Pro. Тот же лидар улучшит, который нам тоже представили в 12-х айфонах, тем самым ночная съемка станет более ночной. И третья моя ставка будет на то, что скорее всего улучшится фронтальная камера. Скорее всего поднимут разрешение, может быть сделают какие-то фишки, как в iMac'ах. Ведь не зря столько внимания уделили FaceTime в новой iOS 15. Как вы знаете, я люблю фотографию и все, что с ней связано, и скажу сугубо свое мнение. К сожалению, камерам в новых iPhone не пришьют прямые руки. Фотографии, как правило, это важнее остальных параметров. Выводы, я думаю, вы достроите сами. То есть, если вы внимательно следите за моим повествованием, то понимаете, что основным вектором развития новых iPhone будет игра уже на тех технологиях, которые нам представили в iPhone 12. Их совершенствование. История циклична, и если вы внимательно следите, да еще и подошли со мной к этому моменту видео, то, скорее всего, нам с вами по пути, и я бы на вашем месте вот прямо сейчас бы точно подписался. А теперь самое интересное. Какая будет цена на новый iPhone, не так важно. Важно, какая будет разница. Исторически при выходе нового iPhone разница составляет где-то на четверть, это 25%. И держится так до Нового года, пока что не спадет ажиотаж рождественских подарков. Немало так, поэтому прибавьте к тому, что хотите потратить на iPhone сейчас, и если вы нашли в этом видео то, что стоит этих денег, ждите. Но вот вам долгожданный лайфхак, даже два. Первый. Ждать можно вечно, поэтому берите сейчас и пользуйтесь, но это скорее всего из серии Тони Робинсона. А вот второй, вы можете купить iPhone 12 и уже им пользоваться. Они сейчас по очень хорошей цене, идут скидки и акции, Apple освобождает свои склады. Далее, пользуйтесь им до конца года. И если вот вам прям нужен будет новый iPhone, продадите свой iPhone 12, но потеряете вы на нем 5-10 тысяч, не больше, потому что iPhone на вторичном рынке имеет сумасшедшую ликвидность. Как раз и новый iPhone к этому моменту подешевеет, только не забудьте чехол себе купить и стекло приклеить, чтобы товарный вид не потерять. Я надеюсь, было интересно, я ответил на все ваши вопросы, даже если они остались, пишите в комментариях, мы их все читаем и на все отвечаем. Ну, на 90% точно. Кстати, если ты это смотришь, я вообще не понимаю, как ты еще не подписался. Это странно. В общем, на этом все, друзья. Пока. Пс. Друзья, для тех, кто верит в теорию заговоров, представьте себе, всем зарубежным блогерам дали макеты якобы будущих айфонов. А на самом деле там просто пушка, вообще ни на что не похожа. С кнопками, там слайдер и ракушка одновременно. Опять, походу, синдром Джобса.